Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о покупке нового автомобиля. Такие видео мы снимали на канале, они есть. Мы продолжаем эту рубрику. В плане не новых автомобилей, а что купить. Были видео до 2, до 4 тысяч долларов, до 6, 8, 10, 12, 15. Сегодня я решил поговорить о новых автомобилях. Дело в том, что в начале года, когда снимались некоторые из этих видео, я упомянул Ладу, и что новых автомобилей не было вообще нигде. Стояли только выставочные экземпляры по заказу, там остатки распродавались. Потом, спустя некоторое время, я видел Нивы. Ну вот в моих соцсетях, опять же, ссылки все в описании, есть короткие видео, также на YouTube Shorts. Можете зайти посмотреть. Стояли Нивы, штук 7-8. Спустя некоторое время я видел Гранты. Короче, пошел я в салон посмотреть, что почем продается. Ну, полюбоваться новыми автомобилями. Гранты разобрали, ни одной Гранты не стояло на парковке. Стояли Нивы, стояли Весты, стояли Айолусы, китайцы новые. Думаю, уже, значит, конвейер как-то более-менее работает. Уже решил пойти поинтересоваться, что происходит, какие цены сейчас. В общем, захожу в салон. Стоит там у нас в Бресте Renault, Nissan и Lada в одном месте. Поэтому в этом видео будет только про этот салон разговор. Все остальные салоны, я думаю, планирую обойти и выпустить серию видео из этого. Потому что одно видео будет слишком длинное, слишком нагруженное, и я думаю, не очень интересно будет смотреть там болтовню на 50 минут. Ну, зашел я в салон, сразу ко мне подлетает менеджер. Здравствуйте, что бы вы хотели? Я там один, их там 4, скучно, заскучали ребята. Сразу мне на уши давай приседать. Я решил включить такого незнайку и слушать то, что он мне будет грузить. Ну, я говорю, я за Логаном вообще-то пришел, мне Логаны нравятся. Где Логаны собирались в России, сейчас проблема, Логанов нет. Вот только из Renault Koleos. Потому что Южной Кореи собирается. Я говорю, хорошо, там Логана нету, давай по Грантам, по Вестам пройдемся. Ну, начинаю так разгонять немного. И действительно, Гранты подорожали. Вот когда я снимал видео, что купить до 15 тысяч долларов, там я упомянул Ладу и сказал, что в этот бюджет есть один-единственный автомобиль новый, это Лада Гранта. Она тогда начиналась с 14 340, по-моему, долларов по курсу. Это был апрель-май, по-моему, или март вообще, в то время я снимал это видео. Уже не помню. Сейчас же цена конкретно изменилась. Я сразу менеджеру задаю вопрос, а вот что я могу купить? Ну, полноценного покупателя себя строю, надо соблюдать легенду. Я говорю, сейчас ничего не можете купить, потому что все автомобили уже раскуплены, Гранты. Ни одной не осталось, как вы видите на парковке. Ну да, действительно, когда я шел, ни одной Гранты нету. Говорит, вот одна выставочная, которая в салоне стоит, больше ничего нету. К концу недели ожидается партия автомобилей, а это был четверг. То есть 2-3 дня, в принципе, машины приедут. И кому, кстати, ребята, интересно, а кто из Бреста, кто, может, задумается или думает сейчас о покупке нового автомобиля, я говорю, а трейд-ин у вас вообще предусмотрен? Вот я хочу свой старый автомобиль сдать вам в зачет и взять новый, погасить часть денег. Он говорит, нет, трейд-ин у нас сейчас не предусмотрен, только мы берем себе на площадку, продаем ваш автомобиль, ну и, соответственно, деньги идут в зачет нового автомобиля. Говорю, ну а как по Грантам? В общем, сейчас цены у нас в Беларуси на момент съемки на 16 сентября. Такие Гранты от 31 420 белорусских рублей. Это 9657 долларов. Либо 927 637 российских рублей. То есть уже не 14 там 340, как это было в марте, по-моему, или в феврале, когда ты снимал видео. И максимальный потолок это 33 790 белорусских рублей. Это 10 386 долларов. Ну, грубо 10 400. И 997 608, грубо, лям российских рублей. То есть за лям в максималке Гранта. Но, ребят, что меня смущает, потому что вот я снимал в 2020 году новую Гранту, у нее был пробег 750 километров. Она еще катку на тот момент не прошла. 2020 год,
Апрель. Новая Гранта, цвет сердолик, ну такой бордовый цвет, приятно, мне нравится. Не в максималке, но близко к максималке. Она стоила 9560 или 9580. И что интересно, это то, что она была на 1.6, на 16 клопе, 106 лошадиных сил. И динамика у нее была приемлемая. Сейчас же все стоят с 1.6, 8 клопы на 90 лошадиных сил. Уже немного удручает, уже хочется динамики, уже хочется, ну, реально какого-то выбора. Они все в зависимости только от комплектации, так все на механике, ну, никакого автомата, вариатора, ничего не предусмотрено. Все механики, все 1.6, 8 клопы. Но уже немного удручает. Блин, уже хотелось бы шика немного в этом плане. Но дальше пошли по вестам. Говорю, а что из вест могу купить? Он говорит, тоже весты все разобрали в минималке. Тоже никакой нету, только вот выставочная стоит. И уже подороже на площадке. Но, честно говоря, я не помню комплектации, которые были там. Потому что в минималке стояла только выставочная, а те были уже подороже. Но весты по цене у нас начинается 44 100 белорусских рублей. Это 13 555 долларов, либо лям 300 российских рублей. До 49 тысяч белорусских рублей это 15 061 доллар, либо лям 446, лям 450, грубо, российских рублей. Это за весту. Все весты с 1.6 на 16 клопе, 106 лошадиных сил. И все на механике, опять же. Робота никакого речи не идет, никакого автомата, ничего. Но на них робот устанавливался. Насчет Веста СВ. Веста СВ стояла вот одна, выставочный экземпляр в сером цвете. Она стоит 55 900 белорусских рублей. Это 17 182, короче, 17 200 долларов, грубо. И лям 650 российских рублей. И все Весты на 1.6, на механике 106 лошадиных сил. Опять же, по вестам. Я снимал Весту Кросс СВ в 2020 году на 1.8, 122 лошадиные силы на 5-ступенчатой механике. И коробка там была реношная. Было приятно ехать, все классно. Сейчас уже 1.6, 106. Тоже удручающе. Уже хочется, ну, побыстрее, чтобы пшика. То есть в 2020 году машины были гораздо привлекательнее в этом отношении. Но я думаю, все, надеюсь, все стабилизируется. И действительно, на 1.8 как-то вот веселее. Все же на Весте Кросс, опять же, 17-е диски на ней. Сейчас же тоже Весты Кросс есть, у нас их нету там. Я зашел на сайт, распродают 2020 года автомобили, которые еще в наличии, забронированные некоторые уже есть, которые можно забронировать еще на выборе. Там вот этот оранжевый цвет и красный такой вот цвет Lada Cross SV. Все на автомате на 1.6, ну то бишь на роботе. 113 лошадиных сил. Они стоят 65 900 белорусских рублей. Это 20 256 долларов, либо лям 950 России. В России, опять же, есть Lada Vesta Cross SV. Уже на 1.6, 106 лошадей. И, конечно же, динамика их удручает. Потому что уже не так весело. На 1.8 машины побыстрее, повеселее, конечно, ехать. Но насчет динамики этот момент можно компенсировать. 17 диски на Cross SV, а на обычной Весте это возможно 185 на 65 R15. Такой размер поставить. Если поставить в теории 15 диски, машина будет все равно побыстрее. На 15-16 предусмотрен 195 на 50, по-моему, R16 и 185 на 65 R15. Тот же двигатель, та же коробка, тот же самый кузов, но на меньших дисках машина будет быстрее. Таким способом вы себе динамику можете улучшить. Но и по Aiolus. Стоял Aiolus выставочный серый. $72 000
белорусских рублей. Это 22 131 доллар, либо 2 миллиона 125 тысяч 712 российских рублей. Он на 1.5 атмосфере, 125 лошадиных сил. Есть еще турбовый 1.5, 197 лошадиных сил. И тут, внимание, ребят, хочу вас предупредить, это не нужно путать с Geely Coolray. Это другой двигатель. Здесь шестиступенчатая коробка. На Geely Coolray 1.5 трехцилиндровый турбовый, здесь 4 цилиндра. И там семиступенчатая коробка. Поэтому это двигатель не от Geely. Разумеется, это Aiolus Shine GS, полное его название. Я прошу прощения за свой английский, у меня беда по языкам. Смотрится он красиво, да, привлекательно, все, но с точки зрения устойчивости к коррозии, с точки зрения надежности тандема двигатель-коробка, и цена не шуточная, плюс 1.5 атмосфера, и он больше объемнее. Короче, я бы взял, наверное, Весту, потому что больше из наших, она больше нам знакома, эта машина, а эти Aiolus, блин, эти Aiolus, они новые, только что вышли, свежие. Короче, на нас это все и обкатается. Ну, я не знаю, честно говоря, мне немного так стремновато отдавать такую сумму за такой автомобиль. Все же в 2 раза дешевле Веста, и взял бы Весту. А потом уже по отзывам все равно понимаешь и уже ищешь автомобиль, зная, что может произойти, либо ищешь на бэушке удачные экземпляры, потому что есть автомобили действительно погремушки, где-то что-то недоработано, где-то что-то сыровато еще в машине, а когда автомобиль уже прошел 20-25 тысяч километров пробега, и вот владелец год покатался и продает, и вы уже при покупке, при осмотре можете эти косяки найти и купить уже действительно автомобиль более удачный и не попасть на такие мелочи, так что тут тоже двояко. Я думаю, в ближайшее время выйдут видео и по бэушному Б-классу, и также буду по другим автомобильным брендам пройдусь и тоже Б-класс также отсниму, чтобы не было слишком продолжительное видео. Но факт остается фактом. Машины разбирают. Гранты были, гранты разобрали. Осталось выставочно. Также Весты минималки тоже разобрали. Остались 2 Весты на парковке в более дорогих комплектациях. Подороже люди ждут в минималке. Ну что вы в минималке увидите? Разумеется, ничего. 4 электростеклоподъемника, кондей есть. Мафон уже нужно купить самому. Все по минимуму, все скромно в автомобиле. Но, когда едешь по городу, так внимания на них не обращаешь, и едешь на другом автомобиле, более быстром, там, пусть старом, более старом, премиальном, но более быстрым, там, комфортным, не смотришь, внимание не привлекаешь. А там, находясь в салоне, все равно аура нападает нового автомобиля, смотришь на их новые, и все равно хочется купить. Вот я раньше тоже думал, как людей, нафиг это нужно, но все равно сам замечаю за собой, как только в салон приходишь, все равно эта аура на тебя нападает. Именно нового автомобиля вот хочется купить и все, потому что, как сказал Генри Форд, лучший автомобиль, конечно, новый автомобиль. Но я придерживаюсь, конечно же, рациональности в этом отношении. Можно купить автомобиль относительно новый, свежий, с наименьшим пробегом, но который потерял первичную потерю стоимости, потому что вы купите за 13 550 и учитывайте то, что этот автомобиль уже БУ, автоматически стал, как вы стали первым владельцем, он автоматически стал БУ. Выезжая из салона, из 13 500 он превращается уже в 12, по сути. Потому что вы уже его не продадите за те же самые деньги. Но вы будете радоваться, наслаждаться новым автомобилем. На этом все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Остальные бренды я буду, надеюсь, в ближайшее время также выпустим. Будет по ним видео, так что подписывайтесь на канал, не теряйтесь. Счастливо!